В этом видео я собрал малоизвестные факты о Playboi Carti. Думаю, сегодня вы определенно узнаете что-то новое об артисте, поэтому буду рад вашей поддержке под видео. Приятного просмотра. Джордан Террell Картер родился 13 сентября 1996 года. Карти, если так можно сказать, скрывал свою настоящую дату рождения. Но с какой целью? Во всех биографических материалах указана дата рождения 13 сентября 1996 года, хотя на самом деле он родился в 1995 году, что подтверждает утечка паспортных данных, а также крайнее видео задержания Карти в 1922 году за превышение скорости. Дело в том, что это добавляло символизма Карти как персонажу, так как в день 13 сентября 1996 года был застрелен Тупак Шакур. Middle of the Summer. Песня на Delete при участии Red Cool Hearted. Многие бросаются в крайности касательно мнений насчет трека. Для некоторых это чуть ли не самый лучший фит на альбоме. Red Cool Hearted, я бы сказал, не самое известное имя среди остальных фитов на релизе, но она достаточно близкий человек для Картона, а если конкретнее, она его кузина. Или просто старый друг из Атланты. Тут мнения специалистов расходятся. Именно она связала его с бандой Homicide, так как встречается с Lil One DTE, которому Карти также был фит после выхода Hollow Turret. За годы работы в музыкальной индустрии и официальным фитом с Карти, Red Cool Hearted не смогла стать успешной хип-хоп исполнительницей, но она имеет какую-то локальную популярность. У нее даже есть клип, в котором снялся Янг Таг. Более того, когда Таггер еще не успел нахватать звезд с неба, они вместе записывались. Отмечу, что у нее достаточно неплохой вокал, мне действительно понравился ее парт на альбоме. На альбоме Hollow Turret, а именно на треке Stop Breathing, Карти напоминает о причастности к банде и кидает барсы в сторону оппозиционирующей банды Henchmen. Разборы текстов в ЛР вы можете посмотреть в видео Твинка. Суть в том, что члены банды Henchmen отреагировали на заявление Карти, и было выпущено целых 2 дистрека, один из которых был записан как раз таки на бит Stop Breathing. Второй трек был записан девушкой рэпера All-Around, пока тот был за решеткой. All-Around на интернет-поле выступал в качестве лица банды Henchmen. Оба диса были опубликованы на его канале. Спустя 3 года Карти возвращается с новым треком, где упоминает Бенджи. Карти говорит, что искала его. Бенджи в свою очередь записал песню с названием «Я здесь», как бы отвечая на строчку Карти. На данный момент этот трек собрал 500 000 просмотров. В скором времени в Москве пройдет шоу Playboi Carti. Устраивает его не Карти, а ребята из VO Show. Они подготовили для вас уникальный видеоряд, световое шоу, а что самое главное, составили интересный сет-лист со всеми интро, криками и гитарными партиями OG. В сет-лист также войдут нерелизнутые композиции. Не упустите шанс провести время в компании таких же ценителей музыки, как и вы. Ребята не планируют останавливаться только на Playboi Carti. Они придумали целый концепт, в ходе которого в будущем нас ждут шоу Трэвиса Скотта, которые не менее эффектные, чем у Карти, а также других исполнителей. Обязательно переходите по ссылкам в описании для получения полной информации. В июле 2018-го Карти залетел на интервью. Да, то самое время, когда этим он занимался достаточно часто. Так вот, тогда Джордан подтвердил, что записал с Фрэнком Оушеном целых 5 песен, когда они были в Нью-Йорке в мае 2018-го. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему за 5 лет ни одна из 5 песен не была слита в сеть? Ведь демки и полноценные треки Карти сливаются чуть ли не каждый, день. А потому что записи находятся у Фрэнка, который в свое время всегда таскал альбом на личном жестком диске. Оба исполнителя активно вели свои социальные сети в последнее время, что на самом деле очень несвойственно для них. И для многих будет куда легендарнее возвращение Фрэнка, ведь его крайний альбом вышел уже в далеком 2013 году. Одним из самых популярных сливеров Карти является King Bob, a.k.a. Soul. За свою карьеру в сообществе Карти он стал достаточно авторитетным инсайдером. Именно он опубликовал скриншот клипа You're the Moon. Его стоит благодарить за самые популярные лики. Нередко, конечно, он занимался откровенным байтерством дикого сообщества Playboi Carti, но отрицать не стоит, он явно был то еще занозой в заднице. Буквально на днях появилась новость о задержании King Bob. Он обвиняется в мошенничестве в крупных масштабах. На эту новость отреагировал автор обложки A Great Chaos, подписав публикацию Happy Friday.
Конечно, комьюнити сливеров не ограничивается Кинг Бобом. Более медийным оказался сливер под ником Shaz. Он содействовал сливе трека Wicked и ряда других. Даже дал целых 2 интервью для западных YouTube каналов. Признаюсь, интервью с Бабаламом местами похоже на подкаст Джарахова и Арута, когда Shaz рассказывает ему о том, что было 17 версий Hollow Thread. Сейчас сливер объявил о скором старте Грубай совместного трека Карти и Триппи Реда на Mansion Music. Есть еще одна каста сливеров, они публикуют время от времени фото Карти. Помимо этого занимаются их продажей. Из интересного в этом поле это возможно альтернативный монтаж Sky. Один из них тизерил документалку King Vamp тура. Все это, конечно, звучит очень вкусно и интересно, но много фейкового контента публикуется, так как они в основном сами покупают всякий ставчик по карте. А с прогрессом искусственного интеллекта появились люди, которые хотят наживаться на любви фанатов. Вышеупомянутый Shaz рассказывал, что ему писал один самонадеянный парень, желающий открыть Грубай на фейковый материал. После выступления на фестивале толпа фанатов провожала машину Карти, за рулем которой сидела девушка, очень похожая на Бетти Джонсон, фотка которой в одиночку украшает профиль Жорика. Но на самом деле имя этой девушки в медиа SexisDes. SexisDes является тату-мастером, в ее инстаграме можно найти очень много всяких готических татуировок. В том числе она не стесняется постить свои татуировки в очень интимных местах. Возможно, благодаря ей тату стал одним из новых увлечений Жоры. По всей видимости, она является новым креативным директором после арт-дилера, так как ответственна за визуал в последних клипах Джордана. Возможно, занимается мерчом и брендингом тура. И более того, сама принимает участие в съемках. Но я думаю, очевиден тот факт, что они ебут.